Вы внезапно почувствовали сильное сердцебиение, нехватку воздуха и ощущение удушья, дрожь, потливость, боль или сдавление в груди, головокружение, тошноту, озноб или прилив жара, онемение или покалывание, а также сильный страх потерять контроль, сойти с ума или умереть. Возможно, и ваш тонометр подтвердит ваши ощущения. Это вас накрыла паническая атака. В период перименопаузы у части женщин возрастает риск тревожных симптомов и панических атак, особенно на фоне приливов, нарушений сна и стресса. Эти ощущения очень реальны, поэтому мы их часто принимаем за сердечный приступ или другое тяжелое состояние. Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 60, и мне это все знакомо. Я тревожная, так что паника и бессонные ночи в размышлениях о неминуемых катастрофах и сейчас у меня случаются, хотя и гораздо реже. А раньше у меня еще и судороги в такие моменты были. В этом видео я разберу симптомы, причины и решения, разработанные специалистами как раз для нас с вами, доказанно помогающие и успешно опробованные мной на себе. В предыдущем ролике про тревожность и навязчивые мысли мы говорили о перименопаузе как окне уязвимости. Для тех, кто не смотрел, очень коротко повторю. Мозг – это сеть из миллиардов нейронов, которые постоянно обмениваются сигналами. Помогают им в этом нейромедиаторы. Одни возбуждают сигналы, другие тормозят, гасят. До сих пор эта система находилась в равновесии. Возбудились, успокоились. Надо, конечно, признать, что не у всех это так хорошо работало. Некоторые, как я. Мозг реагирует на триггеры угрозы и возвращается в покой. В перименопаузе эстрадиол начинает вырабатываться неравномерно. Уровень прогестерона падает и возникает дисбаланс. Система торможения начинает работать хуже. Отдел мозга, отвечающий за реалистичную оценку угрозы, истончается. Чтобы возникла паника, не обязателен какой-то осязаемый триггер. Достаточно, чтобы мозг интерпретировал что-то как угрозу. Паническая атака – это реакция вегетативной нервной системы «бей, беги, замри», которую запускает адреналин. Тревожность и паническая атака – это разные состояния, поэтому работаем мы с ними по-разному. Если у вас началась паническая атака, прежде всего нужно снизить адреналин. В этот момент любое обращение к здравому смыслу и попытки анализировать обречены на провал. Сделать это можно, во-первых, приняв таблетку, выписанную врачом. Если панические атаки посещают вас регулярно, имеет смысл заранее заглянуть к врачу и выписать лекарства. Но если таблетки под рукой не оказалось, то вот 3 техники взлома вашей нервной системы, позволяющие снизить адреналин и активировать тормоза. Техника первая – холодная вода или ледяной компресс на лицо. Этот способ использует эволюционный механизм, который называется рефлекс ныряльщика. В верхней части лица, области лба, глаз и скул проходят нервные окончания и холодовые рецепторы. Воздействие на них означает для организма, что мы под водой. И надо подавить любую активность, сжигающую кислород. Холод на эти зоны лица замедляет сердцебиение и подавляет гипервентиляцию. И переводит организм из режима «бей-беги» в режим «сохраняя энергию», мгновенно обрывая панику. Налейте в большую миску очень холодной воды со льдом и погрузите лицо на 15-30 секунд, насколько сможете задержать дыхание. Исследования показали, что у небольшого количества людей задержка дыхания при погружении может вызвать, наоборот, усиление паники. Поэтому можно просто на 1-2 минуты приложить к лицу пакет со льдом или замороженные продукты из морозилки, завернутые в тонкое полотенце. Или плотно прижать к верхней части лица мокрое ледяное полотенце, которое можно держать в холодильнике на случай. Или холодную гелевую маску. Но эта техника – скорая помощь. Она проясняет мозг на 30-60 секунд и дает возможность подключить другие техники. Если ничего больше не делать, паника может вернуться. Поэтому сразу как вынырнули, подключайте другие техники, например, медленное дыхание. Ставьте лайк. Давайте продвинем это видео, чтобы его смогли посмотреть больше женщин, страдающих паническими атаками. Техника 2. Медленное дыхание. Когда нас накрывает паника, мы начинаем дышать часто и поверхностно, снижая уровень углекислого газа в крови. Мозг считывает это как удушье,
Поэтому нам кажется, что не хватает воздуха. На самом деле это гипервентиляция. Скорее всего, вы чувствуете легкое головокружение. Во время вдоха организм подавляет сигналы от тормозящей системы и активирует возбуждение. На выдохе наоборот. Поэтому садимся удобно, кладем руку под ребра, начинаем дышать диафрагмой и считать. Вдох носом на 4 счета. Чувствуем, как под рукой вздувается живот. Выдох через рот, сложенный трубочкой, в 2 раза медленнее. Дышим так от 2 до 5 минут. Медленный выдох – это ключевой элемент. Закрываем глаза, считаем про себя, дышим, сосредотачиваемся на дыхании. Это называется медленное ритмичное дыхание, 5-6 вдохов в минуту. Тренируйтесь в спокойный момент. Третья техника – прогрессивная мышечная релаксация. Этот метод использует закон нейрофизиологии. После максимального напряжения мышцы рефлекторно расслабляются глубже, чем до напряжения. Адреналин вызывает прилив крови к мышцам, которые готовятся бить или бежать. Поскольку мы не бьем и не бежим, возникает мышечный спазм. Мозг считает этот мышечный гипертонус подтверждением. Угроза реальна. Нужно вырабатывать еще больше адреналина. Образуется порочный круг, который можно разорвать следующим образом. Поочередно на 5-7 секунд напрягайте и резко расслабляйте каждую группу мышц. Особенно в области грудной клетки, шеи и плеч. Именно эти мышцы спазмируются больше всего. Попробуйте в спокойном состоянии, оцените эффект. Сильно сожмите кулаки, напрягите бицепсы и поднимите плечи жестко к ушам, как бы вжимая голову в плечи. Удерживайте это максимальное до дрожи напряжение 5-7 секунд. При этом не задерживая дыхание. Резко сбросьте напряжение, позволив рукам и плечам тяжело упасть вниз, одновременно делая длинный выдох. Сфокусируйте внимание на появившемся чувстве тяжести, тепла и покалывания в расслабленных мышцах на 15-20 секунд. Повторите 3-4 раза. Подпишитесь на канал. Здесь много полезной для женщин в менопаузе информации. При сильной тревоге, не панике, может помочь заземление. Например, назвать 3 предмета, которые вы видите, 3 звука, которые слышите, 3 запаха, которые чувствуете, пошевелить 3 частями тела. Это переключает внимание с катастрофических мыслей на текущий момент. Возможно, у кого-то сейчас возник закономерный вопрос, а можно ли использовать древний механизм «бей-беги» по прямому назначению? Скажем, от души избить подушку или пробежать несколько кругов вокруг дома и сбросить адреналин естественным образом, как предусмотрено эволюцией. Ответ неоднозначный. С одной стороны, исследования показывают, что да, безусловно, это прекрасный способ затушить паническую атаку. С другой стороны, те же исследования показывают, что есть риски. Во время атаки давление повышается, и это может быть небезопасно. Так что если вы не уверены в своей физической форме, лучше придерживаться безопасных техник. А вот ежедневные тренировки на прогрессивное расслабление всех мышц по очереди, желательно перед сном, работают как тренажерный зал для вашей нервной системы. Через 4-8 недель снизится базовый мышечный тонус. Мозг научится различать триггеры. Чуть напряглись, сжали кулаки, стоп. Это предвестник панической атаки. Подаем команду на расслабление, обрываем каскад паники в самом начале. Ну и, наконец, ежедневные тренировки обрывают зацикленный сигнал тревоги. Поскольку тревога сопровождается мышечным тонусом, ежедневное принудительное расслабление снимает этот хронический спазм, мешая мозгу получать сигналы тревоги. Все это снижает частоту панических атак и интенсивность базовой тревожности. Ну и помогает лучше заснуть. Также эффективны высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они хорошо снижают базовый уровень тревожности. Мозг привыкает к тому, что стучащее сердце – это нормально. Со временем снижается чувствительность к тревоге, и мозг перестает запускать панические атаки в ответ на любые гормональные приливы или случайную тахикардию. Пришлите это видео подруге, у которой тоже бывают панические атаки. Давайте вместе поможем как можно большему числу женщин. Теперь, когда острый этап пройден, подключаем голову и анализируем, что произошло. Ниже прекрасно зарекомендовавшая себя техника из когнитивно-поведенческой терапии КПТ, которая учит замечать и менять мысли и поведение, усиливающие тревогу, депрессию и стресс.
Ключевой вопрос КПТ – помогает ли мне это? Что происходит с моей тревогой, когда я так делаю? Возьмем пугающую ситуацию. Мы все подвержены когнитивному искажению, путающему причину и следствие. Не у меня тяжелая болезнь, поэтому мне страшно, а мне страшно, значит, у меня тяжелая болезнь. И люди часто начинают судорожно делать много бесполезных движений, скроллить интернет, а некоторые выбирают стратегию избегания. У меня уже месяц болит, но я боюсь идти к врачу. И те, и другие только подпитывают свою тревожность. Для начала расскажу маленькую историю из своего недавнего. УЗИ показало нарушение. К тому же врач сделал строгое лицо и сказал, что в норме такого не должно быть, и надо серьезно обследоваться. Придя домой, я, естественно, полезла в интернет. И обнаружила, что все объяснения сводились к форме рака с практически 100% смертностью. Паника, судорога, давление, скорая – все как положено. Я все еще жива. Оказалось, есть другое объяснение, но в интернете его почему-то не нашлось. Так что мне надо было сделать, чтобы не пугать ни себя, ни близких? Допустим, у вас начались боли, которые вы не можете объяснить. Ваша задача – заставить мозг реалистично оценить угрозу и понять, какие действия ведут к уменьшению неопределенности, а какие – к панической атаке. Если у вас еще нет дневника самонаблюдений, самое время его завести. Записываем в дневнике. Ситуация. Я чувствую тянущие боли в левом боку. Первая автоматическая мысль – у меня рак. Эмоции. Я боюсь на 10 из 10. Реакция тела – повышенное давление, холодный пот, слабость в ногах. Поведение. Какой мой первый импульс? Что мой мозг хочет сделать прямо сейчас? Привычно читать ужасные истории в интернете, чтобы убедиться, что у меня рак или нет рака. Давайте проанализируем и дадим мозгу правильную инструкцию. Почему я так думаю? Есть ли какое-то альтернативное объяснение? И как нужно действовать рационально? Почему я думаю, что у меня рак? Потому что я не понимаю, что и почему у меня болит. А в интернете написано, что такие боли бывают при злокачественной опухоли. Или моя двоюродная сестра умерла от рака в том же возрасте. Было ли когда-нибудь такое, что я тоже боялась? Думала, что у меня рак или инсульт, а оказалось, что это не так. Было много раз, и я до сих пор жива и относительно здорова. Запишите, что вы вспомнили, что у вас болело, о чем вы думали, что оказалось в результате и сколько раз такое уже было. Напомните мозгу, что не любая боль – смертельная угроза. Таким образом, может ли в этот раз быть альтернативное объяснение моим болям? Ваш собственный опыт говорит, что может, и не одно. Если вы все-таки не уверены, что это так, спросите искусственный интеллект. Но очень важно правильно задать вопрос и не уточнять потом. Никакая болезнь у меня, а перечисли нефатальные причины боли в боку. Прочитайте десяток несмертельных объяснений. Главное, не поддавайтесь на его предложение, а пишите точнее, что и как у вас болит. И не уплывайте в бесконечное обсуждение всего этого с искусственным интеллектом. Потому что мозг обязательно попытается отправить вас этим привычным путем. Искусственный интеллект не врач, диагнозы ставить не умеет, хотя иногда и кажется обратное. Не поддаемся на провокации, закрываем чат и пишем дальше. Можно выписать в тетрадь коротко нефатальные объяснения. Я всегда так делаю, когда меня накрывает. Теперь нам нужно дать инструкцию мозгу, что разумно и правильно сделать, а чего не делать. Походить, чтобы успокоиться, выключить свет, сделать дыхательные упражнения, заснуть. Завтра с утра записаться к врачу и дождаться приема. До приема перечитывать раз в день перед сном нефатальные объяснения и эту запись в дневнике. Поскольку это могут быть просто кишечные колики, пересмотреть на эту неделю свое питание. Чего не нужно делать? Не скроллить интернет всю ночь и всю неделю до врача, подпитывая свою тревогу и повышая давление. Честно говоря, практически для любого симптома в списке вероятностей последней строкой идет ужасный диагноз. Уж я-то это знаю, потому что обычно именно так и делаю. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. До свидания, не болейте.